Ребята, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Приехали с Тимурычем сегодня на разведку, на старые места. И смотрите, поле-то вспахали, убрали. Вот там за спиной, за Тимуром, он приветствует. Сейчас ритуал проведет, кстати. Вот там, где деревья, там господский двор был, друзья. С Владом мы были здесь. Вон уже, смотрите, осколочки. С Владом, говорю, были здесь. Но была узкая вот так полоска вспахана. Прягу Гитлер-Югент Влад поднял. Помоечки были, так ковырялись, тут сидели. Интересно было. Поэтому, друзья, я думаю, сегодня будет не менее интересно. Не переключайтесь. Тимур проводит настройку. И следом сразу же идет ритуал на серебро. Хоть серебра и не будет сегодня, но находки будут, наверное, интересные. Наверное, серебра сегодня не будет, но будут другие находки, не менее интересные. Некая помоечка звенит, ребята. Вон пока всякий хлам. От обуви, хлястики всякие, фрагменты. Отвертка. Битая посуда. Кстати, сидушка от велосипеда помятая. Сигналы продолжаются. Пока пошуружу здесь, Тимур ходит вокруг, по верхам. Фу, жарко. Если яму копать, ребят, долго не выдержишь. Пошел по верху. Вон велозвонок проклюнулся. Но, к сожалению, просто хромированный. Без каких-либо выкрутасов. Ну ничего. Сейчас что-нибудь возьмем. Там кто-то еще подъехал. Тоже, видимо, комрады. А у меня сигнал. Некая табличка. Сейчас почистим чуть-чуть. Некий Сагер Зилькрем. Может, должность какая. Цветной сигнал был большой. Вы смотрите. Латунная. Я не знаю, что это. Может, и труба какая-нибудь была. А-ля мегафон. А может, и ошибаюсь. Пишите догадки в комментарии, ребят. Клаксон какой-то, блин. Ой-ой-ой-ой. Тимур какую пуговицу берет. В золоте. Посмотрите, Криксмарин. Причем, блин, какая-то высоковольтная. Какой-то шишкарь носил. Не иначе. Потом почистим, покажем. Ушко отсутствует. Но, блин, посмотрите, красота какая. Посмотрите, ребят, как блестит. Позолота. Тимур ипотеку закрыл одним копом. Посмотрите, что творится. Пашка, дай трубу свою. Сейчас. Тимур выловил какое-то окопное творчество. Алюминий. Посмотрите, море, чайки, какая-то надпись сверху. 40 какой-то год. Сейчас мы это самое минералочкой сдобрим вот эту крышку. Что это было? Портсигар, не портсигар. Сейчас минералкой помоем, поглядим, что там написано. Ой, блин, ребят. 47-й год. Калининград. Вот вам и окопное творчество. Полевое творчество трактористов. А вот шли-шли, вышли по соседству. Тут и вообще и стерни никакой нет. Пару цвет мед гильз. Похоже, как ДШК советские. Электрика немецкая. Тимур там пузырек поднял. На верхотуре был, что ли, да? Да, прямо наверху лежал. Это одеколон Каштан. Знаменитый немецкий. Очень, наверное, славился у них. Я понял. У меня вот, такой зеленый такой есть. Подписчикам верховая подкова лежит, мы еще даже не подходили. Боимся подходить. Опа, а если она так торчит, друзья,
Значит, Тимур точно что-то веселое найдет сегодня. Правильно я говорю, Тимур? Конечно, 100%. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Два сигнала, друзья. Один здесь, второй здесь. Давайте посмотрим, что там. И смотрю, цвет похожий на серебро, наверное, монтанка. Да, как всегда. Точно. Как всегда, еле видно их. Ну, серебрушечка, друзья, серебрушечка. Гайка. От жары крыша едет. Друзья, посмотрите, по-моему, это ядовитый паук, если я не ошибаюсь. Смотрите, какой огромный. Вообще, блин, ужас какой-то. Сейчас я фокус наведу. Обалдеть, блин, ужас. Так, перешли вот сюда, от лэп помехи идут, друзья, но ничего. Был сигнал цветной. Опа, посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Люблю я такие вопросы. Цветная гирька. Смотрите, какая красота. Так, надо как-то от помех отстроиться сейчас будет. Потому что пиликает. Ну ничего, в принципе, меня не сильно напрягает. Главное, чтобы сигналы и находки были. Правильно я говорю? 50 грамм, как видите. Наверняка еще клейма какие-нибудь будут. Но мы продолжаем искать. Чистанул на предмет клеем все-таки. У Тимура корщетка оказалась. Ну вот сзади. Сзади что-то есть. Джик. Тимур что-то по масонам откопал, ребят. И это не шуточно. Ну что делать? Вы посмотрите, какой значок. Имеет место быть подкова. Потом клещи такие. А что там, молот еще, да, Тимур? Или что? Молот, да. Ну, ребят, это что-то масонское явно. Масонско-кузнечная, наверное. Интересный знак все-таки. Вот, не выключай сразу, пошел. Покажи людям, что... О, что слушай, ну это какие-то валдайские дела. вот так вот. Да, блин, такой целый бы взять, да? Целый было бы вообще неплохо. Ну и вот. О, Заключение. Наполеоника, нет? Ну это бесконечность. Пусть. Бесконечно насилие. Работаем дальше. Вот такая пломба вылетела. Кёнигсберг. Калининградская область сверху. Опа, красота. В природе все зашифровано, друзья. Чуть не наступил. Посмотрите. Вот она сидит. Эх, она уже засохшая. Сори. Хорош с собой сигнал, друзья. И вижу серебряная монета. Наверное, Зильбергрош. Либо Монтана. Да. Монтана.
Плохо видно. Вон орел проглядывается. Ну, безделушки какие-то еще выпали. Пуговка. 10 фенигов. 1911 года. Жарковато, ребят. А Тимур, вон он, смотрите. Вон, видите, справа от машины сидит старец. Чаек попивает. Вон он машет. Увидел. Очень жарко, друзья. Надо на водоем ехать, наверное. Ну его нафиг.